Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой интересный комплект летний, кардиганчик, можно его жакетом даже назвать, и ажурный топ. Причем здесь у нас используется лицевая гладь и ажурный узор. Очень простой, несложный ажурный узорчик, тем не менее он очень привлекательный. Как всегда, в нашем мастер-классе описание на несколько размеров. Мы его будем составлять. Описание я буду сегодня рассматривать с 42 по 52 размер. Нет, по 54 даже, по 54 размер. Подробнейшим образом мы с вами рассмотрим выбор пряжи, спиц, свяжем образец, выкройку рассмотрим. Но описание я буду сегодня публиковать конкретно для топа. Вот. По аналогии несложно будет вам сделать описание для этого кардигана, ссылочку по расчетам. У меня есть целый мастер-класс по расчету вязаных изделий, абсолютно бесплатный, на моем канале. Я оставлю ссылочку под видео. Вполне возможно, что вы заинтересуетесь и захотите связать еще и вот этот красивый жакет. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. У меня есть аналогичные жакеты на моем канале. Что здесь про жакет скажем? Что лицевая гладь у нас в нижней части находится, да, и ажурный узор в виде кокетки сделан. И по рукавам еще идет. Видите, половина рукавчика у нас связана тоже ажурным узором, верхняя половина. У нашего топа наоборот идет ажурная часть нижняя, а верхняя часть вся идет лицевой гладью. Довольно эффектно смотрится. Так, и конечно же мы с вами свяжем этот узор, разберем, как его вязать. Затем измерим плотность нашего образца. Я покажу, как делать расчеты по выкройке и по плотности. И ссылочку оставлю вам на мастер-класс, как делать этот расчет, как я уже говорила. То есть на жакет я мастер-класс делать не буду. Только сегодня мы рассматриваем только топ. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Для вязания этой красивой двоечки я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Полухлопковая пряжа, 100 грамм, 330 метров. Цвет 518. Состав 55% катон, 45% акрил. Турецкая пряжа хорошего качества. Нежная, прекрасные скруточки, видите, показываю вам. Очень удобно из нее вязать. Спицы будем использовать 3,5. И наш узор. Здесь 2 раппорта в ширину, 3 раппорта в высоту связано. Вот такие вот интересные мотивы ажурные у нас будут получаться с вами. Предлагаю посмотреть схему узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт у нас это вот этот красный прямоугольник, 16 петель у нас ширина узора и 12 рядов в высоту составляет данный узор. Вот эти синие и зелененькие прямоугольнички с левой стороны — это те вставки, которые мы будем с вами делать на разные размеры. И об этом я подробно вам в описании расскажу. В конце видео я вам рисую, девочки, схематично, как располагаются раппорты узора и как вот эти вот синие, зеленые прямоугольнички будут там тоже располагаться.
более подробно все там. Сейчас я об этом ничего не буду говорить. Условное обозначение здесь очень распространенное. Пустая клеточка – это лицевая петля, кружочек – это накид. Ну, вот эти вот значки – это 2 вместе лицевой с наклоном влево и зеркальные 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот здесь по центру 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. И горизонтальная черточка – это изнаночная. Конечно, качество схемы не очень позволяет все так прям сказать с уверенностью, что здесь все понятно и четко. Мы с вами каждый ряд провяжем, да, и я думаю, что у вас не возникнет никаких больше вопросов. Это несложный узор, несложный. Так, и давайте посмотрим выкройка у нас. Вот такая выкройка, без размеров. Все размеры я буду сегодня подробно, значит, рассказывать и рисовать в конце видео, во второй ее части, где у нас идет расчетная часть. Как я уже сказала, у нас будет рассматриваться сразу очень много размеров с 42 по 54. Так, и составляться будет данный топ вот по такому принципу. Смотрите, у меня была вот такая модель на канале. Вот так он будет выглядеть. То есть это выкройка с этой модели, девочки. Вот такой вот у меня будет не узкие бретелечки здесь, да, а довольно такие, ну, самое что надо. Классический крой, глубокий вырез горловины. 10 сантиметров я сделаю, можно даже 11-12 сделать по желанию, кто как хочет. Девочки, это топ, на жару одевается, да, он должен быть очень легкий, изящный, чтобы, ну, сами понимаете, соответствующую пряжу подбираем. Вот. Обвязочка у меня будет не резиночкой, хотя, смотрите, резиночкой тоже довольно благородно. Но я предлагаю либо крючком обвязать одним рядочком, либо платочной вязочкой 4 ряда. 4 ряда планочку сделать по вырезу горловин, 4 ряда связать платочной вязочкой вот здесь по пройме. Вот. И по низу, кстати, у нас тоже идет такая планочка. Смотрите, давайте посмотрим сразу описание. Описание у нас вот, смотрите, как у меня получилось здесь расположить узоры. 42-44 первый размер, второй размер 46 идет, так получается по узору. 48-53 размер, 52-54 четвертый размер. Так, теперь по поводу расхода пряжи на топ. Это 300-450, это я, конечно, загнула, девочки, мне кажется, и 400 хватит. На 52-54 даже 400 хватит, потому что легкий такой невесомый топик. Так, и маечка, я бы даже его назвала. Вот эти все попетельные наши с вами изложения здесь я подробнейшим образом буду в расчетной части, во второй части видео рассказывать и рисовать. Откуда вот эти вот идут последовательность узоров, все оттуда. Видите, я здесь даже выделяю схему зеленой, красной, да, голубой. Это все оттуда идет, из нашей схемы. То есть вот эти вот 6 петель по схеме голубой, да, то есть вот оттуда идет, где я вам показывала. Схему я выложу, наверное, отдельно, чтобы вам было удобно. И ссылочку под видео опубликую. Так, теперь, что касается выреза горловины. Я уже сказала, что у нас там будет вырез горловин довольно глубокий у переда. И вы можете отрегулировать этот вырез самостоятельно. Так, ну и по сборке я тоже уже, в принципе, остановилась. Рассказала, где, как лучше оформить окантовку, да, по вырезу горловин, по проймам. Все это вы сами прочитаете, я думаю, не стоит мне заострять на этом внимание. Спицы мы используем 3,5, часто спрашивают, да, пряжу вы уже все видели. Так, и давайте с вами приступим к вязанию образца. Для образца набираем 35 петель. Раппорт узора 16 петель. У нас будет участвовать в вязании 2 раппорта и 1 петля для симметрии слева лицевая будет у нас добавляться и 2 кромочные плюс 3, то есть 32 плюс 3 35 петель.
Давайте я тоже запишу, чтобы потом не забыть. Так, набрали и вяжем первый ряд. Всего 12 рядов узор. Нужно быть внимательным первый раз, когда вяжем, а потом все, девочки, уже становится намного проще. Когда я вязала второй раппорт, я уже в схему смотрела не очень часто. Вяжем с вами первый ряд. Первый раппорт я показываю. Лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я меняю петельки местами. Первая у меня за работой, а вторая поверх нее накидывается. И все 3 вместе вяжу одной лицевой петлей. Накид. Дальше вяжем изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я вот так, девочки, привыкла уже. Меняю петельки местами так, чтобы у меня вторая была поверх первой. 2 вместе лицевой вяжу с наклоном вправо. Затем 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Это был у нас первый раппорт. Второй раппорт вяжем следом. Лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, накид, снова 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжите, как привыкли этот элемент. Не обязательно повторять за мной. 3 лицевые, накид, связали второй раппорт. И для симметрии, как я говорила, 1 лицевая в конце у нас ряда идет всегда. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем наше вязание. Второй ряд у нас будет вязаться, собственно, как смотрят петли. Но есть один нюанс. Там, где мы с вами вязали 3 вместе лицевой с накидами, над ними будет платочная вязка вязаться. То есть там надо провязать лицевые петли. Показываю, смотрите. Начинаем вязать мы, как смотрят петли. То есть мы вяжем все изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? И далее, смотрите, у нас идут с вами лицевые петли. 1 лицевая, 2, 3, 4, 5. Вот. То есть вот в этом месте, видите, показано второй ряд, 5 лицевых петель должно быть. Вообще эту схему условно я бы поделила, значит, на вот эту вот красивую ажурную дорожку и то, что у нас по центру вырисовывается. Вот. И вот эта ажурная дорожка вяжется все время одинаково. Вот. И видите, элементы одинаковые совершенно. И вот ее очень легко запомнить, как вязать. Так, перевернули опять второй ряд, у нас продолжается. Опять вяжем все петли изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, да? И смотрите, снова, там, где вот у нас ограничено, очень легко ориентироваться, не запутайтесь, девочки. Смотрите, там, где у нас вот эти 2 лицевые идут, я вяжу 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот это наша ажурная дорожка. Во втором ряду будет вязаться все петли лицевые. Так, и далее опять продолжаем изнаночные. 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочная, тоже изнаночная. Связали. Так, теперь у нас третий ряд. Вяжем третий ряд. Начинаем. Первый раппорт. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
И начинается ажурная дорожка наша на 5 петлях, да, изнаночная, 3 лицевые по центру, изнаночная. Вот это ажурная дорожка, что я называла вам. Так, и далее продолжаем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая. Связали первый раппорт. Следом прям точно такой же повторяем второй раппорт. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, опять наша ажурная дорожка, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная. И продолжаем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая. Второй раппорт связали. Для симметрии лицевая у нас идет крайне левая, кромочная, изнаночная. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. 5-й у нас с вами ряд вяжем. Начинаем. 3 лицевые у нас. 1, 2, 3. Накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И начинается ажурная дорожка. Изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. То есть вы поняли, раппорт ажурной дорожки повторяется. Накид, изнаночная. Вот мы 5 петель с вами начали ажурную дорожку сначала. То есть понимаете. Первый ряд ажурной дорожки, если так можно выразиться. То есть у нее цикл, раппорт 4 ряда всего. Теперь повтор идет в ажурной дорожке. Продолжаем раппорт. Значит, связали изнаночную, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые. Первый раппорт связали. Следом вяжем второй раппорт. Снова 3 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, то есть вы уже поняли, опять ажурная дорожка, да, накид, изнаночная. И продолжаем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые. Связали второй раппорт. И за раппортом 1 лицевая для симметрии, кромочная, изнаночная. Вяжем все петли, как смотрят они, то есть они у нас тут все изнаночные идут, кроме ажурной дорожки. Ажурную дорожку я показывать не буду. Ажурную дорожку в петельке у нас будут 5 лицевых вместе с этими вот изнаночными по лицу, которые, да. То есть здесь платочная вязочка у нас идет. Все. У нас с вами 7-й ряд. Вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, то есть ажурная дорожка пошла наша. 3 лицевые по центру. Изнаночная. Видите? В ажурной дорожке вырисовывается вот такая платочная вязочка у нас. Красиво смотрится, рельефненько. Так, дальше идет продолжение раппорта. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали 1 раппорт. Второй раппорт продолжаем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Опять ажурная дорожка изнаночная. 3 лицевые по центру, изнаночная. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Второй раппорт связали. Лицевая для симметрии, кромочная, изнаночная. 8-й ряд. В 8-м ряду сейчас я покажу. Смотрите. Там, где у нас с вами вот эти петли были, начальные, вяжут сейчас платочной вязкой. То есть мы их вяжем. Смотрите. 3 лицевые, 4 лицевые, потому что для симметрии.
одна лицевая была, но мы ее тоже платочной вязкой вяжем. Раз, два, три, 4 начали, да, 8 ряд. Затем у нас идут 2 изнаночные. И ажурная наша дорожка с вами идет лицевая, 3 изнаночные, лицевая. А здесь продолжаем. Переворачиваю. Вот что должно было получиться у нас с вами. То есть по центру у нас платочная вязочка сейчас будет вязаться. Вот, имейте это в виду. 4 ряда платочной вязки будет. Ну, тут объединяются раппорты, поэтому я и настаивала на том, чтобы было 2 раппорта, вязалось сразу. 9 ряд. Вот платочная вязочка начинается наша опять. 4 лицевые вяжем. Раз, два, 3, 4, да? Затем идет у нас с вами накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, ажурная дорожка пошла, делаем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, изнаночная, связали ажурную дорожку в 5 петлях и далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, раз, два, 3, связали. Раппорт, второй раппорт идет, опять платочная вязка, 4 лицевые, раз, два, 3, 4, связали с вами 4 петли платочной вязки, сделали накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, ажурная дорожка пошла изнаночная, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, изнаночный, связали ажурную дорожку на 5 петлях, далее продолжение раппорта, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 лицевые. Это платочка, платочная вязка. И для симметрии у нас вот здесь тоже будет 1 лицевая вязаться. Хотела распустить, но ладно, пусть. Кромочный 10 ряд. Значит, 1 у нас для симметрии была петля. Начинаем раппорт узора. 3 лицевые платочной вязки. Так, затем у нас идет с вами 2 изнаночные. И наша ажурная дорожка 5 лицевых. Раз, два, 3, 4. Накид упущен был. 5. Вот так. Затем идут 2 изнаночные и 4 лицевые, платочная вязка. Раз, два, 3, 4. Связали первый раппорт. Второй раппорт начинаем. 3 лицевые. Раз, два, 3. Это платочная вязка, да? Затем идут 2 изнаночные. Наша ажурная дорожка 5 лицевых идет. Раз, два, 3, 4, 5. Затем идут опять 2 изнаночные. И наша платочная вязка 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Кромочная, изнаночная. Так, связали. Теперь у нас с вами 12 ряд. Вяжем. 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, 3 лицевые. Раз, два, 3, изнаночная. То есть сейчас мы провязали с вами последние 5 петель. Вот эти. Это наша была ажурная дорожка. Затем вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Раз, два, 3. Связали 1 раппорт. Второй раппорт следом вяжем. 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. Началась ажурная дорожка. 3 лицевые. Изнаночная. Далее продолжается раппорт 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые. Раз, два, 3. И наша 1 петля для симметрии вяжется лицевой, кромочной, изнаночной.
связали. Дальше у нас идет с вами 12 ряд, который мы будем вязать, как смотрят петли. То есть там, где у нас изнаночные, мы вяжем изнаночные, там, где лицевые, вяжем лицевые. Накиды вяжем изнаночными в этом ряду. Должен у нас получиться вот такой узор. Я его еще не расправила, естественно, но довольно красивый, интересный ажурный узор. Вот эти ажурные дорожки, которые я так подчеркивала все время. Вот они вырисовываются. Для того, чтобы потренироваться, вам надо связать, девочки, еще один раппортик хотя бы, да. И давайте потом замерим с вами плотность. Сделаем влажную тепловую обработку образца. Горячим паром я вот так наш образец обдаю и тяну его энергично в разные стороны. Вправо, влево, вверх, вниз. Растянула. Она у нас очень влажная, податливая. Еще разочек обдаю. Теперь обращаю внимание на края. Их надо тоже внимательно отпаривать, потому что кромочные петли у нас участвуют в расчетах. Так. И оставляем в таком расправленном состоянии наш образец сохнуть. После того, как он высохнет, мы с вами посчитаем ширину, высоту и плотность. Берем линеечку простую, обычно прикладываем ее и измеряем ширину образца. 18 сантиметров у меня ровно получается. 35 петель набирали, 35 поделить на 18 сантиметров. 1, я запишу, девочки, 95 сотых. Будет у нас такая плотность. В 1 сантиметре 1,95 петель. Можно, конечно, округлить, написать в 1 сантиметре 2 петли, но пусть будет вот такая более точность детальная. Так, теперь ширину также меряем. Немножечко он у нас такой закругленный край, ни на что это особо не влияет. Так, измеряем. 15,5 сантиметров. Давайте еще разочек вот так его в свободном состоянии, как будто вот носится у нас уже, да. Еще раз измеряем линеечкой. Вот, видите, уже 16 стало. Ну-ка, здесь 16. Все-таки 16, но по центру, я уверена, будет 15. Ну вот, видите, не 16, не 15, 15,5 возьмем, давайте. Так, 15,5. И здесь у меня 3 раппорта связаны. 3 раппорта по 12 рядов. То есть 36 рядов мы поделим на 15,5 сантиметров. Получим цифру 2,3. Запишем. В 1 сантиметре 2,3 ряда плотность получилась. Теперь вот эти цифры у нас будут основными для дальнейших расчетов. Итак, нам понадобится выкройка. У нас с вами сейчас будет вот такая выкройка участвовать в нашем описании. И на несколько размеров. Сразу я ее вам буду сейчас рассказывать. Значит, 42-44 у меня получилось. 48 сантиметров будет ширина спинки и переда. 46 размер 51 сантиметр спинки и переда. 48-50 у меня будет 56 сантиметров. И 52-54 размер 59 сантиметров. Получается ширина спинки и переда. Они одинаковые, да? Ну, здесь очень довольно простая выкройка, обычная классическая, рукав с проймой, да, глубокий вырез горловины у нас идет по переду у топа нашего красивого. Так, ну и попетельно, девочки, смотрите, все эти мерочки, которые я вам сейчас зачитала, мы будем умножать на число 1,95. Это наша плотность по горизонтали. То есть, смотрите, 48 сантиметров. Умножаем на 1,95, получаем 93 петли у меня как раз. Я не стала округлять, нечетное должно быть число.
Наша сейчас задача, главная задача, правильно распределить размерчики, девочки, правильно их расположить. Второй размер 51 сантиметр на 1,95, это будет 99 петель. Третий размер 48,50, 56 сантиметров на 1,95, это будет 109 петель. И четвертый размер 52,54, 59 умножить на 1,95, это 115 петель. Теперь как располагаем узоры. Здесь свой момент есть очень интересный. Смотрите, раппорт узора 16 петель у нас составляет, но не всегда с таким большим, довольно широким раппортом мы попадаем в цель. То есть, чтобы у нас прям четко получалось. Скажу вам честно, в цель я попала с размерами, сейчас скажу, смотрите, в цель я попала с размером 46, где 99 петель, и в цель я попала с размером 52-54. Там идеально все 115 петель у нас. Раппорты. Так, и объясняю, как я расположила узоры для размеров, которые не попали в цель. 42, 44 и 48, 50. Вот такая здесь будет, девочки, фишка у нас. Схемочка у меня. Содержит наш раппорт красным цветом выделен. Да? Затем у нас идет вот такой вот синий квадратик и зеленый. То есть вот эти вот моменты, здесь у нас получается 5 петелек, зеленый квадрат, и 6 петель, синий квадрат. Раз, два, три, 4, 5, 6, а тут 5. Итак, смотрите, как мы будем с вами располагать узоры. Как всегда, я рисую вот эту линию нашу, да, и говорю, смотрите, 42-44 размер. 93 петли надо нам правильно расположить с вами наш раппорт, вот этот узора, 16 петель. 5 раппортов у нас с вами умещается посередине. Раз, два, три, 4, 5 по 16 петель. И смотрите, синий квадратик у нас идет вот здесь. Крайне левый, 6 петель я пишу, в нем 6 петель. А зеленый квадратик, это будет начало перед всеми нашими раппортами. Вот так. То есть мы вяжем с вами, начинаем вот с этого зеленого квадратика, располагаем петли, да? Затем продолжаем 5 раппортов красного раппорта, обведенного красного квадратика. И завершаем все 6 петельками синего квадратика. Понятно, да? Вот таким образом располагаются у нас узоры на вот эти вот размеры, которые не попали, так сказать, в русло, да, не втекли. И здесь у нас получается 93 петли. Ну, еще кромочные. Одна кромочная справа, одна кромочная слева. Все сюда вошло, 93 петли. Теперь, что касается 46 размера, где 99 петель, там, девочки, будет 6 целых раппортов у нас по 16 петель, то есть наш красный квадратик, да, 6. И одна петля для симметрии лицевая, которую мы с вами вязали, крайне левая, плюс 2 кромочные, итого 99 петель. Для 48-50 размера надо набрать 109 петель, и узоры мы будем располагать точно так же, как я вот сейчас вам рисовала, с той лишь разницей, что у нас еще один раппорт будет по центру добавляться. То есть будет не 5 раппортов по 16, а 6 раппортов по 16. А так точно так же 5 петель зеленого квадратика в самом начале идет, 6 петель синего квадратика, крайне левых. Все. Вот таким образом распоряжаются у нас узоры, и 100, ну плюс еще 2 кромочные, конечно же, 100, получается 9 петель. Для 52-54 размера 115 петель у нас, и располагается у нас там с вами ровно, очень хорошо, 7 раппортов умещается. Смотрите, 115 мы поделим на 16 петель.
Получается 7 раппортов. 7 умножить на 16 это 112, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные, 115 петель. Все. С этим мы определились. Это было самое главное, поскольку все остальное уже здесь легко. Значит, на пройму, глубину проймы я, значит, сделала 6 сантиметров, 6,5 для третьего размера и 7 сантиметров вот такую глубокую пройму сделала для 52-54 размера. Почему я так сделала? Ну, считаю, что у топа здесь вот должна быть такая глубокая пройма, мне так кажется. Для, например, кардиганчика я бы сделала поменьше бы, на петлю, там, на пару даже петель. Вот. Ну и на вырез горловины я поставила мерочки 18 сантиметров, 18, 19 и 20, то есть в соответствии с размерами. И попетельно также 18 умножала на нашу плотность по горизонтали 1,95, получала петельки 35-35, на третий размер 37 и на большой самый размер 39 петель. Ну и вычитала то, что осталось на петли плеч. На примере первого размера показываю, как я это делала. 93 петли у нас всего. Отнять 12 петелечек. У нас 2 проймы по 12 петель. То есть это получается 24 петли пройма. 69 петель. Да? И отнимаем вырез горловины 35 петель. Получаем 34 петли, делим на 2. Каждое плечо по 17 петель. И так я проделала со всеми остальными размерами. Все. Теперь про вертикальную плотность, девочки, любую мерочку, которая у вас стоит по вертикали на выкройке, переводите в ряды, чтобы после стирки изделие не вытянулось. Это делается. То есть мы закладываем в расчет плотности вот этот вот неприятный момент, когда у нас после стирки изделие становится более длинным. Да? То есть 37 сантиметров. Я умножаю на нашу плотность по вертикали 2,3. 37 умножить на 2,3. Получаю 86 рядов. Надо, чтобы четное было число. Вот. И когда буду вязать, от начала вязания до проймы у меня будет 86 рядов, я уже знаю. Эту величину легко под себя откорректировать. Хотите покороче топ, делайте поменьше эту цифру. Хотите подлиннее, делайте подлиннее. У меня есть длина общая, которая у меня получилась здесь. По моим расчетам, на первый размер 42, 44, 55 сантиметров длина общая, на второй размер 55,5 сантиметров, на третий размер 48-50, который у меня 56,5 сантиметров расчеты делались, и на 52-54 расчет высота 58 сантиметров получилось. Все. Вот. Эти мерочки, если вас не устраивает что-то в них, вы, конечно, можете откорректировать их под себя, но обязательно делайте, девочки, пересчет по поводу рядов обязательно, чтобы тут с рядами все тоже хорошо было смотрелось. Да? Вырез горловины мы будем формировать, я уже тоже расчеты сделала, от начала, если вязание до... В общем, глубина выреза горловины у меня 10 сантиметров. То есть, если от начала, то мы из общей вот этой высоты я вычитала 10 сантиметров и получала вот эти мерки до выреза горловины. Их я тоже в своем описании под видео, которое выкладывается, перевела их в ряды, соответственно, эти сантиметры. Видите, 45, 45,5, 46,5, 48. Я их перевела в ряды, и все это будет у вас в описании выложено. Значит, описание смотрите под видео. Кто не знает, нажмите на треугольничек, перевернутый вниз, прямо под видео справа. И там у вас откроется вкладка, развернется, на котором будет вся эта информация с описанием. Все, мои хорошие, я желаю вам удачи, чтобы все у вас получилось. И до новых встреч!